Привет. Сижу я себе дома, никого не трогаю и узнаю, что мимо меня прошла новость о том, что моя любимая компания электроскейтов Мипа выпустила новую доску, а я об этом ни сном, ни духом. Как же так, подумал я, ведь узнал я об этом буквально вчера из рекомендованных видео. Окей, сейчас исправим. Оказывается, Мипа выпустили новую доску под названием Мипа Classic. Я подумал, что Classic это вот эти вот скейтборды, у которых два тейла, и электроскейт с двумя тейлами, что... И думаю, зайду-ка я на сайт. Зашел, увидел, посмотрел и хочу поделиться с вами мнением о новой доске. Ну, почему бы и нет. Как всегда, ничего особо нового, но, надеюсь, будет все же интересно. Потому что такой доски я еще не видел, как бы ничего прям вау они не превознесли, но все равно оценить стоит. Зайду на официальный сайт Мипо и вам пущу вот где-то здесь запись с экрана, чтобы вы могли удостовериться в моих словах и не заходить лишний раз на сайт. Я вам все расскажу, да покажу. В общем-то, Мипо Classic. Что у нее по цене? Цена такая же, как и у Мипа версии 2, то есть $390 за версию за версию со стандартной батарейкой. В общем-то, по цене все стандарт, хорошо, что хотя бы не подняли, на этом спасибо. Выглядит это неплохо, и главное преимущество, которое превозносят нам создатели, они говорят, что на этой доске будет проще начинающим. Это, в принципе, логично, потому что ширина доски гораздо больше, и еще доска сделана не вот таким вот образом. Она немного вот так проседает в середке. Ну, то есть сама доска не под весом райдера, а сама по себе она такая. И она еще вот по бокам, то есть она с боков идет и похожа чем-то на судно, что ли. Говорят то, что на этом легче кататься, потому что она шире, и вот на ней как-то более комфортно стоять и тормозить. Но не знаю, чем на самом деле они оперируют, но то, что она шире, и из-за этого у тебя не будут свисать стопы, к примеру, если у тебя большая нога, как у меня, это, несомненно, маленький, но все же плюс для начинающего. Давайте пройдемся по фоткам. Из них я могу сказать, что на них стоят шреддер-таки, новые моторы, как бы неудивительно, все от версии 2 взяли, но что меня очень смутило, так вот эта фотография. На ней особо не видно, но в видео, если я найду фрагмент, показано, что когда ты встаешь на доску, начинаешь на ней пружинить, просвет, когда ты на нее встаешь, составляет буквально сантиметр. То есть, я сейчас покажу. То есть, вот здесь просвет составляет, сантиметра так, чтобы не соврать, 3-4. Ближе к 4. Я имею в виду просвет от аккумулятора или же материнской платы. Что это значит? Объясняю. Вы можете спокойно съезжать с поребриков, различных бордюров, преодолевать камни, различные маленькие препятствия, которые не должны повредить вашему скейту. Да, у меня все равно поцарапанный аккумулятор, потому что я съезжаю вот с огромных, бордюров, прям слетаю с них, но сейчас не об этом. Это типа мой косяк. Он для такого не предназначен. А Мипа Classic не позволит вам съехать абсолютно ни с чего, не поцарапав или не поломав аккумулятор или же материнскую плату. Потому что 1 сантиметр это буквально, хорошо, может преувеличиваю, но для сравнения. Это просвет на Мипа версии 2, а вот это просвет на Мипа Classic. Как бы кажется, что разница не особо-то большая, но на практике каждый миллиметр играет довольно весомую роль. То есть, да, на нем неудобно толкаться. Когда он садится, к примеру, потому что тебе нужно будет проседать вот настолько, то есть ножкой, вот приседать постоянно. И это, да, это неудобно. Но, по-моему, этим стоит пожертвовать, вот этим маленьким неудобством, чтобы спокойно преодолевать препятствия. В общем, это главный по мне так недостаток, то, что у нее очень-очень маленький просвет. Или клиренс, кто как называет. Окей. Хорошо, абстрагировались от этого. Давайте же пробежимся по характеристикам. Максимальная скорость, как и было, 40 км в час. Запас хода 18 км, все по стандарту. Поднимается на 30-градусный уклон. Весит 7,2 кг. И суммарная мощность двух моторов 800 Вт.
Бла-бла-бла, размеры колес 90 мм, абсолютно ничего нового. Хорошо, что есть еще? Полистав фотки, нашел. Пульт. Пульт сейчас для сравнения... Для сравнения пульт от MIPA версии 1.5. То есть у меня в MIPA версии 2, но так получилось, что я заказывал на стыке выхода, и у меня пульт от версии 1.5, а все остальное от MIPA 2. То есть вот это пульт от MIPA 1.5, это пульт от MIPA версии 2, а вот это пульт от MIPA Classic. Ну, убрали вот эту вот дырку в середине для пальца, что по мне так не очень удобно, но зато это теперь один в один Boosted Board. Кому-то понравится, кому-то нет. Если подытожить, то они не привнесли ничего нового, а сделали только доску, что ли, для начинающих, которые не планируют в дальнейшем преодолевать бордюры и различные препятствия. Хорошо ли это? Не думаю. Буду ли я делать еще видео по этой доске? Не думаю. Стоит ли ее покупать? Не думаю. Стоило ли ее выпускать? Ну, дело разработчиков. Мое мнение, это мое мнение. Конечно же, может быть, кто-то найдется и объяснит мне, для чего на самом деле нужна эта доска. Я просто не просвещенный деревенщина и быдло. Я такое допускаю. Но это все комментарии, которые я хотел донести до вас по поводу этой доски. На этом у меня все. До встречи в следующем видео и пока.